Всем привет, дорогие друзья! Как вы видите, у меня сегодня на рабочем столе лежит вот такая ригелиновая сетка. Черного цвета выбрала и диаметр 8 миллиметров. Я никогда не работала с таким материалом. Ну, а что меня подтолкнуло на такое украшение, вам сейчас расскажу. Многие, наверное, знают, кто такая Ольга Свиблова, заслуженный деятель искусства. Ну, а кто не знает, я вставлю фотографию. Ее часто показывают по телевизору, в различных передачах, и она в одном и том же украшении с ригелиновой сетки, но у нее диаметр побольше. И я нашла статью, где она описывает всю свою историю, как у нее появилось это украшение и в каком году она купила его, и почему она его не снимает. Ее уже, наверное, трудно представить без этого украшения. Ну и когда часто вам показывают одно и то же, и приходит такая же идея, я тоже хочу сделать такое украшение. Ну и я решилась сделать свое украшение немного по-другому. Я думаю, это украшение делается несложно. Делается оно на мемори проволоке в несколько будет оборотов. И так как украшение пришло, перетянуто было резинкой, и остались вот такие вмятинки. Несколько здесь есть таких повреждений. Я не знаю, исправится это или нет, когда я вставлю туда бусинки, как это будет смотреться. Или мне придется это обрезать до этого места. Думала я уже, какие бусинки вставить в это украшение. Сначала я и вот такие вставляла, смотрела. Неплохо смотрится, так как они яркие, и ригелиновая сетка, она как бы приглушает такую яркость. И посмотрите, как они сверкают, они все равно там сверкают, и как будто вот такой эффект, еще затемнение черного. Мне нравится. Но я все-таки буду ставить другие бусинки, так как украшение будет в два или, наверное, в два ряда я сделаю, скорее всего, чтобы оно не было тяжелым. У меня есть вот такие бусинки. Я уже как-то показывала, я покупала в разных размерах такие бусинки. И это у меня 8 миллиметров бусинки. Видно, здесь много цветов. Я микс покупала. И они легкие. И покрытие у них вот такое красивое, перламутровое. Я уже не раз делала украшения с такими бусинками. Покрытие стойкое. И цвета все такие красивые, нежные. Я хочу отсортировать все цвета. Не знаю, поскольку здесь будет бусин. Сейчас я это сделаю и вернусь. Получилось у меня 7 цветов. И вот сколько я наберу на мемори проволоку, в 2 ряда получится, то хорошо. Если нет, могу добавить еще каких-нибудь бусин. Сейчас я наберу все эти бусины. Я хочу именно по цветам набирать. Не хаотично, а вот так, именно по цветам. Я надела стопор, пока петельку я закручивать не буду. И сейчас наберу все бусинки, посмотрю, сколько это получится оборотов у меня. Такие красивые нежные цвета. И вот такие бусинки, посмотрите. И я думаю, их поставить под сетку, и они будут неплохо смотреться. И вот так у меня получилось, как вот я и планировала. В 2 ряда. И вот здесь вот будет стык. Для этого мне еще нужны будут шапочки, конечно. Я хотела вот такие шапочки, но, к сожалению, у меня одна осталась. Я выписала еще такие. Возможно, я потом, когда они придут ко мне, я их поставлю. Ну, а сейчас я хочу поставить вот такие. Так как сетка у нас черного цвета, здесь, конечно, нужно, я думаю, скорее всего, черные поставить шапочки. Посмотрите, также будет красивее. И, например, если у вас сетка ригелиновая другого цвета, можно подобрать другие, золотые или серебряные. Ну, на мой взгляд, я думаю, неплохо будут смотреться здесь. Вот такие даже черные. Вот так вот я сделаю окончание. Я не буду их вклеивать, просто я их посажу так, будут держаться. Ну и потом, когда придут мне еще вот такие
шапочки. Я просто их поменяю. Я думаю, несложно будет поменять на эти шапочки. Просто они очень ажурно, красиво выглядят. И, возможно, переворачивать украшения. И такие шапочки можно и впереди поставить, я думаю. Можно и вот такие поставить, я нашла. Потом думаю, нет, не стоит. Не стоит такие ставить, так как хочется украшения носить под любую одежду. Ну и теперь мне надо как-то это все провести в эту сетку. Сейчас я это буду делать. Сейчас я подумаю, как это лучше. С одной стороны, наверное, я сделаю петельку и сначала надену колпачок. Вот так вот. И сделаю маленькую петельку, так как здесь без петельки не обойтись, так как колпачки у нас идут с отверстием. Вот такую петельку. Хотелось бы поменьше сделать ее. Вот так вот. Вот такая петелька. Я думаю, ничего страшного в этом не будет. Сделала я петельку. И теперь я буду с этой стороны продевать уже ригелин. Но надо аккуратно. Вот так вот постепенно. Вот так буду продевать сейчас. Вот как видите, он хорошо проходит. Бусинки 8 миллиметров. Посмотрите, как здорово становится. И вот так я продеваю и держу за мемори проволоку. Это мой первый опыт. Кто уже делал такие украшения, напишите, очень интересно, носите вы или нет. Я знаю, Ирина Вернер с такой сеткой много-много украшений сделала. И очень красивых. И она часто работает с этой сеточкой ригелиновой. Ирочка, большой привет тебе. Ну вот, надела я полностью сетку. Теперь надо здесь, наверное, скорее всего, нам понадобится зажигалка, чтобы это все вот так вот поджечь, и потом можно надеть. Вот так вот прячется внутри, и не надо клеить ничего. Просто потом можно петельку отогнуть и поменять шапочку, когда мне придут такие шапочки. И теперь мне надо все это сдвинуть в этот край, натянуть, так как у меня соскочили бусинки с мемори проволоки. И сейчас я это все подтяну, посажу на мемори проволоку и покажу, как второй край сделать. Вот так я посадила, посмотрите, идеально все легло. Но есть такое свойство у сетки. Когда ее вытягиваем, она становится меньше диаметром. А когда мы ее посаживаем вот так, она немного больше становится. Я специально ее вытянула, и она идеально легла прям по размеру бусин, как вы видите. И теперь мне нужно обрезать сетку. Сейчас я возьму ножницы. Здесь у меня мемори проволока. Сейчас я обрежу это. Вот так. И немножко попытаюсь подпалить края. Ну и теперь надеваем шапочку. Вот так получилось. И смотрим, чтобы нигде не было пространства между бусин. Натягиваем мемори проволоку и плоскогубцами так вот сгибаем. Здесь я обрезаю, оставляю для петельки где-то 0,6-7 миллиметров примерно, чтобы петельку маленькую сделать. Вот так примерно. И закручиваем. Теперь я еще плоскогубцами немного зажимаю. Вот такая петелька получилась маленькая. И вот сетка, она лежит прям по бусинкам. И вот такое украшение у меня получилось. Можно на шее его уже регулировать, можно побольше затянуть, можно расслабить. Вот такое двухрядное получилось украшение. И, как вы видите, бусинки у меня вот так собраны по цветам. Они не двигаются в 2 ряда. Так как бусинки акриловые, украшение получилось легкое и смотрится неплохо. Я думаю, актуальный вариант, подходит ко всему. Можно надевать под любую одежду. И что мне нравится, можно носить его круглый год, несмотря на времена года. Посмотрите, как интересно получилось. Вот такую идею я вам подкидываю и вдохновляю вас, как всегда.
Возможно, вам понравилось такое украшение, и вы сделаете себе, а может быть, еще и лучше у вас получится. Это уже у кого как играет фантазия. Ну а кто делал такие украшения, напишите, мне интересно очень. Будем общаться с вами. Если вам понравилась такая идея, ставьте мне пальчики, пишите комментарии. И не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.